Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. Сегодня мы посмотрим демо-версию на Astral Shipwright, это симулятор строительства космического шахтера. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем строить и шахтерить. Итак, мы начинаем со станции ИСа, вот как она выглядит, такая обширная космическая верфь. Она находится на орбите неизвестной планеты. Так, здесь у нас вот компоненты для корабля. Их стоимость. У нас в наличии 2000 условных единиц. Сейчас 10 февраля 2340 года. В общем, далекое будущее. Так, из компонентов нам доступны только две пока. Вот за 2000 есть основной каркас такой на 5 модулей. Его характеристики. Да, но у нас всего 2000, поэтому мы его пока себе позволить не можем. И начинаем с базового каркаса, на котором будем устанавливать все необходимые детали для полета. Так, выбираем первый компонент наш, который единственный, и начинаем устанавливать на него детали. Вот здесь есть центральная часть, а также все остальные сверху, снизу, справа, слева. Выбираем центральную часть, и здесь на выбор дается грузовой модуль и топливный модуль. Оба они стоят по 200 условных единиц. Для начала нужно пока установить грузовой модуль, чтобы нам было куда грузить руду. Вот так он выглядит пока, такая космическая бочка. Так, а следующий шаг, нужно установить дополнительные части. В первую очередь это модуль для стыковки, потому что нам нужно пристыковываться к станции. Следующее, сверху мы поставим жилой модуль, так как без него тоже невозможно выходить в космос. Слева и справа будут установлены маневровые двигатели. Это тоже основное требование для строительства корабля. Без него из дока не выпустят. Так, а по центру мы, конечно же, поставим двигатель. А пока вот посмотрите, как выглядит эта наша бочка. Так, вот двигатель. Пока он весит 1 тонну, самый маленький. Вот. Внешне очень даже красиво выглядит, только кажется, что как будто это какая-то голая ракета. Так, а далее нам нужно поставить топливный бак. Также здесь есть еще вот такая передняя секция. Но она годится только для установки маневровых двигателей. Например, если нам понадобится, освободить 2 места на базовом модуле, можно поставить их, конечно, сюда. Но вот эта секция стоит 1000 условных единиц. Дороже, чем базовый каркас в 3 раза. Так, вот, 2 маневровых двигателя, слева и справа, больше ничего. Возможно, в будущем будут еще какие-то дополнительные модули, но пока здесь доступны только эти. Так, в общем, этот модуль нам не нужен, его мы удаляем. Отлично, и вместо него поставлю обычный базовый каркас, и в него установлю сейчас топливный бак. Так, выбираем. Так, неправильно выбрал модуль. Так, центральная часть. И вставляем топливный бак на 400 тонн топлива. Все, больше нам здесь ничего не потребуется, никаких стыковочных модулей и всего остального. Так, вот у нас подтверждение, что дизайн корабля соответствует всему, что требуется. Если нет, вам скажут переделайте. Сохраняем нашу конструкцию. Все, игра сохранена. Вот так выглядит наш космический шахтер. А при первом взгляде даже и не подумаешь, для чего предназначается этот корабль. Так, теперь нужно отстыковаться. Но пока я не могу. А почему? А потому что я забыл заправиться. Выбираем топливо 100 тонн. Этого вполне достаточно для полета. Так, все. На 100 тонн мы заправились. Теперь переходим обратно в док и выбираем команду отстыковаться от станции и начнем свой первый полет. Все, мы вышли на орбиту нашей станции, теперь время для навигации. Помимо астероидов, здесь есть еще другие шахтеры и станции. Мы выбираем астероид, здесь можно выстраивать траекторию с минимальным потраченным временем или топливом. Ну, так как время здесь никак не влияет пока на игру, берем минимально затраченное топливо. Соглашаемся с планом полета, возвращаемся к нашему кораблю, он уже готов к маневрам.
Нажимаем быструю промотку времени. Так, 2 минуты пропущено. Но если мы, например, отошли, он все равно совершит через эти 2 минуты следующий маневр. Да, вот здесь до следующего маневра уже целых 48 минут, поэтому без быстрой промотки это слишком долго. А здесь вообще 3 дня. Вы представляете? Оставлять такую игру. Поэтому хорошо, что здесь есть быстрая промотка времени. И вот мы наконец достигли астероида. Картинка выглядит очень красиво. Такая планета неизвестная. Мы на ее орбите. И астероид. С таким пыльным хвостом, будто это комета какая-то. Так, жмем приблизиться к астероиду. Пока текстура астероида выглядит как обычный камень, больше похоже. Немножко размыто. Но в будущем может поправить, это же пока демо-версия все-таки. Вот так мы приблизились вплотную. Теперь жмем майнить, но никакой анимации здесь пока нет. Все, трюм забит, можно отходить от него в сторону и отправляться обратно к станции, чтобы продать всю руду, которую мы так быстро добыли. Так, выбираем снова навигацию. А сейчас отправимся не на нашу станцию, а на другую, например, вот, Хелка. Так, выбираем минимальные затраты топлива. Вот. Здесь вот можно бегунком еще тоже управлять для той скорости, которую мы хотим задать. Так, установили план полета. Выходим на маневр. И стартуем. Все, 2 минуты первые пройдены. Вот такими короткими рывками мы сейчас достигнем Helka Station. Так, следующий маневр. Следующий маневр. Иначе без промотки времени целые сутки ждать, пока корабль прыгнет дальше. Представляете, как это было бы долго? Иногда вот происходит такой затяжной маневр, нагревает наш двигатель до красна. А вот и Helka Station. Она находится, похоже, в крупном астероиде. Можно заметить еще другого шахтера, который тоже прибыл для стыковки. Так, теперь выбираем команду «Пристыковаться». Все, заходим в станцию. О, другой шахтер тоже начал стыковку. Итак, мы на станции. Сейчас подъедет трап. Все. Можно переходить в инвентарь и продавать с таким тяжелым трудом добытую руду. И получить за это 2200 условных единиц. Забавно, только сейчас заметил, что у меня 2000 на строительство корабля никуда не делись. Так что у меня теперь 4150 на моем аккаунте. Ну, это неплохо. Хотя, по-моему, это все-таки баг. Ну, поправят, наверное. Так, а сейчас можно на эти новые наши денежные средства увеличить корабль. Посмотреть, как это будет выглядеть. Так, возьмем сейчас еще каркас для 5 модулей. Вот, уже гораздо внушительнее. Да, теперь в каждую свободную эту секцию можно поставить грузовой модуль. Так как топливный бак здесь, я так понимаю, не особо важен, раз мне четверти одного бака хватило для полета между астероидом и станцией. Поставим здесь грузовые модули, 5 штук. Отлично, 5-й готов. Теперь здесь еще нужно поставить обязательно стыковочные шлюзы, потому что для этого модуля они обязательны. Сверху и снизу. Все, отлично. Все полностью укомплектовано. Выходим. А вот на этот модуль я поставлю маневровые двигатели. Хотя я сомневаюсь, что это хоть как-то влияет на скорость маневра. Но пусть будет, почему бы и нет. Вот общая картина корабля, как он теперь выглядит. Уже более внушительно. Похоже на корабль, а не какую-то голую бочку с двигателем. Также корабль можно раскрасить. Какие цвета? Ну, правда, здесь ограничения, конечно, по количеству цветов не так уж много. Но все равно можно хоть как-то кастомизировать свой кораблик. Вот здесь еще и эмблему можно разработчика влепить.
Правда, я не знаю, где она отображается. Не очень заметно. В общем, на этом все возможности демо-версии закончились. Все, что можно было нам показать, нам показали. Так что будем смотреть и думать, что будет в конце, в результате. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока всем пока.